Друзья, приветствую на канале. Сегодня готовлю очень вкусный и нежный торт без выпечки на сковороде. Торт получается по простому рецепту, а все нюансы приготовления я, как обычно, расскажу в рекомендациях. В яйца всыпаю сахар и соль. Вымешиваю на высоких оборотах миксера, чтобы сахар полностью растворился в яйцах. Вливаю молоко и растительное масло. Недолго перемешиваю. Добавляю сразу всю муку и разрыхлитель. Перемешиваю до однородного теста. На хорошо разогретую сковороду выкладываю тесто и сразу распределяю тесто по всей площади сковороды. Накрываю крышкой и обжариваю сначала с одной стороны. По мере того, как корж обжаривается на сковороде, проверяем его готовность. Осторожно поддевая лопаточкой. Я это делаю с помощью руки и переворачиваю. Также обжариваем вторую сторону. Обжаривайте на средней мощности, чтобы поверхность коржа не подгорела и чтобы внутри он тоже успел приготовиться. Вторую сторону также обжариваю под крышкой. Давайте посмотрим готовность этой стороны. Все, корж готов. Перекладываю корж на решетки и таким образом обжариваю все оставшиеся коржи. Друзья, в целом у меня получились вот такие коржи. Одна сторона вот такая гладкая, вторая вот такая. Оставляю коржи на решетке до полного остывания, а затем убираю в холодильник для охлаждения. В творог добавляю сгущенное молоко и ванильный экстракт. Пробиваю блендером до получения однородной творожной массы. В мягкое сливочное масло добавляю сахарную пудру и вымешиваю миксером. Невмешанные осадки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой и окончательно перемешиваю миксером, чтобы масло стало пышное и светлое. В творожную смесь добавляю масляный крем. Тщательно перемешиваю до получения творожно-сливочного крема. На поверхность для сборки торта выкладываю первый корж, добавляю порцию крема, распределяю крем по всей площади коржа палеткой. Если у вас нет палетки, распределить крем можно обыкновенным ножом. Рекомендую формировать именно такой бортик, чтобы торт имел форму ровного цилиндра и не проседал. Плюс дополнительно джем, который я сейчас буду выкладывать поверх крема, не вытечет из самого торта. Добавляю столовую ложку джема, либо варенья, что у вас есть в наличии, и распределяю джем осторожно по площади крема. Сверху выкладываю второй корж и, повторяя идентичные манипуляции, собираю торт. Последний корж рекомендую поставить именно вот этой стороной гладкой сверху. Сверху прикладываю доску, немного прижимаю, чтобы зафиксировать коржи все. Далее выравниваю крем, который вышел из торта. Сверху выкладываю оставшийся крем и распределяю крем по всему торту. Торт убираю в холодильник для напитывания и стабилизации минимум на 8 часов. Торт простоял до самого утра. Декорировать буду ягодами малиной и мятой. Вы можете декорировать любой ягодой, которая у вас есть в наличии. Друзья, торт по данному рецепту получается очень вкусный, нежный. Коржи на сковороде отлично сочетаются с ягодным джемом и творожным кремом. Малина отлично дополняет вкус торта. Обязательно приготовьте, уверен, торт вам понравится. Друзья, спасибо, что смотрите мой канал, ставите лайки, пишите комментарии, делитесь моими рецептами в своих социальных сетях и увидимся в следующем видео.